Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Скажите, пожалуйста, вы гречневую кашу любите? Я не понимаю, как можно не любить гречневую кашу? Хоть рассыпчатую, а хоть бы и кашу, которая так и называется – размазня. Любую кашу. Сдобришь кусочком сливочного масла. Сливочное масло тает в каше. И каша превращается в гастрономическое чудо. Если каша приготовлена хорошо, если сливочное масло вкусное, то мне, пожалуй, что больше ничего и не надо. А самым капризным, разве что им в эту кашу икры добавить. Икры особой, заморской, баклажановой. Да-да, не удивляйтесь, если добавить обычную баклажанную икру гречневой каши, то получается очень вкусно. Добрый, домашний вкус гречневой каши умножается на вкус баклажанной икры. Одним словом, если вы умеете готовить гречневую кашу, то вы уже не пропадете. А если вы еще и плов умеете готовить, то сегодняшний рецепт вам покажется на удивление простым и очень вкусным. Зачем нам вообще нужны кулинарные книжки? Да-да, кулинарные книжки необходимы для того, чтобы мы могли разнообразить наше питание. Я так и предвижу разговоры о том, что плов – это только блюдо из риса, мяса, морковки и так далее. Вы уменьшите количество воздуха между щеками, сделайте лицо попроще, и ваша жизнь сразу станет намного вкуснее. Потому что нет в кулинарии большей глупости, нежели настаивать на единственно верном рецепте плова, единственно верном рецепте гречневой каши. Или, скажем, на единственно верном рецепте борща. Дело в том, что бывает кулинария праздничная, а бывает вполне себе повседневная, бытовая. На каждый день. Ведь питаться вкусно желательно каждый день. А еще дело в том, что гречневая каша отлично готовится в узбекском казане, либо даже в самой обыкновенной кастрюле. И если готовить гречневую кашу как самый обыкновенный ферганский плов, то есть сначала разогреть масло, то это верный способ сделать гречку вкуснее. Ну правда, ведь традиционно каша готовится на воде, а вода – это жидкость без вкуса, цвета и запаха. Зато зирвак, который мы сейчас начинаем готовить, имеет отличный запах и отличный вкус. Только для приготовления плова из гречки соотношение продуктов следует изменить. Вы видите, что и масла я налил относительно немного, всего лишь навсего 150 грамм. И мясо беру 450-500 грамм. Мяса я взял совсем немного, но зато я выделяю его вкус путем сильного обжаривания до такого хорошего, уверенного румянца. Не мешало бы и посолить мясо, ровно в тех же самых целях. Есть еще один секрет насчет гречки. Прежде чем опускать гречку в казан, непременно сначала промойте ее, а затем прокалите на сухой сковородке до тех пор, пока не пойдет уверенный ореховый запах. Чуете, как пахнет вкусно? Значит, пора добавлять лук. Теперь и лук необходимо обжарить до золотисто-красного цвета. Как раз успеем порезать морковку. Морковки я беру всего лишь навсего полкило. Этого достаточно. Кроме того, морковку на такой плов не обязательно резать соломкой. Ее можно порезать гораздо проще, кубиками. Самое главное, терку уберите. Не надо теркой. Предвижу вопросы. Да что же это за плов? Гречки 900 грамм, а всех остальных продуктов примерно по полкило. Этого достаточно. Дело в том, что гречка разбухает не как рис. И пьет она совсем по чуть-чуть. Ну вот, морковку порезали, лук пожарился. Этот плов готовится гораздо быстрее традиционного. Я думаю, что минут за 40-50 вполне реально управиться. Ведь мясо мы порезали мелкими кусочками. Оно уже фактически готово. Сейчас морковка обжарится, раздастся запах пловный, и можно будет опускать гречку. Запахла морковка. Значит, пора добавлять специи. Но в самом деле, что за плов без специй?
но всего по чуть-чуть. Совсем немного черного перца. Чуть побольше кориандра. Специи, которые усиливают мясной вкус. Примерно пол-столовой ложки. И совсем чуть-чуть, буквально на краешке ложки, моей любимой зиры. Слишком много всего не надо. Не надо убивать вкус самой гречки. Лучше послушать правила приготовления гречки. Гречки у нас 900 грамм. Значит, воды понадобится ровно в 2 раза больше. Отмеряем. 900 грамм и еще раз 900 грамм. Зирвак мы долго варить не будем. Дождемся, пока все закипит, и пусть покипит буквально минут 5. Слегка так, не то чтобы пожениться, а, скажем так, посватаются друг к другу. Пожениться они успеют, пока каша настаиваться будет. Ох, извиняюсь. Плов. Разумеется, плов. Закипело, масло от воды отделилось, и все. Можно опускать гречку. Гречку на сковородке необходимо прокаливать до приятного запаха, до тех пор, пока она не начнет потрескивать, до тех пор, пока она не начнет пересыпаться с сухим стуком. Некоторые прокаливают гречку в духовке. Но разве же в духовке за гречкой уследишь? Разве же в духовке получишь такой результат? Засыпаем гречку в казан ровным слоем. Там внизу мясо, морковка, все уже соленое. А гречку необходимо посолить отдельно. На 900 грамм гречки я беру почти что целую ложку соли. Меньше будет невкусно. Гречка варится намного дольше риса. Поэтому торопиться не надо. Не надо делать нагрев слишком высокий. Пусть гречка спокойно, никуда не торопясь, впитывает в себя ароматный, очень вкусный зирвак. Плов из гречки готовить намного проще, потому что он никогда не пригорает. Ведь нам не нужен большой огонь. Если вы будете готовить на газовой плите, пожалуй, что поставьте даже толстостенную кастрюлю, либо казан на рассекатель. И пусть гречка впитывает зирвак постепенно. А когда воды практически не останется, соберите гречку горкой и сделайте в горке углубление, в которое опустите грамм 50 сливочного масла для аромата. Только пусть вас Господь убережет от идеи жарить на сливочном масле. Сливочное масло нельзя нагревать выше температуры 180 градусов. А мясо хорошо румянится тогда, когда температура масла градусов 210, 220. Понимаете? Поэтому сливочное масло только теперь, перед самым волнующим моментом, когда казан накрывают крышкой. Минут на 20, на 30, может быть на 40. Одним словом, сколько выдержите. Итого, 30-40 минут готовилось мясо, зирвак, гречка впитывала влагу и 40 минут настояться. Но в это время вы можете заняться сервировкой русского стола. Шапка сливочного масла растаяла и сбежала по склонам горы плова из гречки. Плов готов. Можно открывать. В принципе, можно было бы и не пропитывать плов этим маслом. Хватило бы того масла, на котором жарили мясо. В принципе, можно было бы и не ждать 40 минут, а кушать плов сразу, как только гречка впитала в себя весь зирвак. Но если кто-то и не любит гречку, то только потому, что никогда не уделял ей должного внимания. Ведь за ней только поухаживай немного. Только скажи ей пару комплиментов. Помоги раскрыться, и эта красавица так тебя полюбит, что королевские, шахские, султанские сорта риса расступятся перед ней, сделают шаг назад и поклонятся царице русской кухни, гречневой каше. Приятного вам аппетита! Рецепт, который вы только что посмотрели, отличный. Я гарантирую, у всех получится очень вкусно.
А как вам работа режиссера, операторов, монтажера? Моя работа, в конце концов. Свое отношение к этой работе можете выразить при помощи банального лайка. Мы не обидимся. Я хотел бы спросить у вас. Вы, очевидно, за свою работу получаете какую-то заработную плату. И как вы считаете ее? Справедливой или нет? А саму систему оплаты вы считаете справедливой или нет? Я 2 минуты расскажу вам, что я считаю справедливой системой оплаты. Однажды, это было давным-давно, 15 лет назад, я по ошибке вписался в ресторанный бизнес. Меня пригласили в качестве бренд-шефа в один ресторан. Первым делом я поинтересовался, сколько зарабатывают повара. В те годы зарабатывали примерно по 20 тысяч рублей. И заработная плата не зависела ни от чего. Пришли люди в ресторан, не пришли люди в ресторан, продали эти блюда, не продали. Вот 20 тысяч рублей в месяц. Я сделал предложение поварам. А давайте договоримся по-другому. Давайте разобьем вашу зарплату на 2 равные части. 10 тысяч и еще 10 тысяч. И вот эти 10 тысяч первые будут фиксированными. Вы в любом случае их получите. Вам же нужно, на метро, на автобусе доехать до ресторана. Вам надо заплатить какие-то коммунальные платежи и так далее. А вот вторая половина зарплаты пускай будет сдельная. Сколько сделал, сколько продали, столько и получишь. И некоторые отказались переходить на такую систему работы. Это, я помню, их было 3. А некоторые согласились. Сказали, хорошо, нас устраивает, попробуем. А одна девушка, кореянка по национальности, хотя это ни о чем не говорит, она как раз в ресторане готовила всевозможные салаты, так называемый холодный цех. Она сказала, я хочу полностью перейти на эту систему. Мне не нужна фиксированная. Пусть моя работа и моя зарплата на 100% зависят друг от друга. В предыдущем месяце я считал, что прежде чем предлагать такое, она получила 20 тысяч рублей, а принесла ресторану 100 тысяч рублей. То есть было 100 тысяч рублей продано их блюд. Это включая себестоимость продуктов, электроэнергия, оборудование, все. Знаете, как она начала работать? Она предложила ввести в меню несколько каких-то ее там собственных изобретений, там либо народных салатов. Показала мне, все это было очень хорошо, очень красиво, очень вкусно. Я одобрил. И знаете, как она начала работать? Она наготовит салаты, поставит их на большой поднос, ходит по ресторану, люди сидят, уже кушают, что-то уже заказали. И она предлагает им, а хотите вот еще вот такой салат попробовать? Знаете, какие были итоги первого месяца ее работы по новой системе? Она принесла ресторану 500 тысяч рублей. И следовало ей заплатить 100 тысяч рублей зарплаты. Собрались учредители, эффективные менеджеры, которые стали говорить, что? Простой поварихе 100 тысяч рублей? Да у нас шеф-повар получает 50 или 60. И сказал, заплатите. Мозги у вас где? Включите, считайте, умеете. Она 100 тысяч рублей получит, но она же принесла 500 тысяч. Да, какие-то есть расходы. Вы посчитайте, сколько вы заработали на этой женщине. Вы же заработали больше, чем она. Ваш доход увеличился. Надо не просто заплатить ей зарплату, а надо сделать это перед всем коллективом, чтобы все видели, сколько она получила. Да еще почетную грамоту, еще какой-то памятный подарок ей вручить, чтобы все остальные знали, как надо работать. Я хочу показать вам один коротенький ролик. Посмотрите, пожалуйста. Дорогие друзья, меня зовут Александр Веселов. Более 6 лет я делаю для вас торцевые разделочные доски. Именно на моих досках готовит Сталик Ханкишиев. Поистине народной любимицей стала торцевая разделочная доска с гастроемкостью. Ее конструкцию придумал для вас Сталик, а я ее реализовал. Если вы хотите заказать себе именно оригинальную торцевую разделочную доску с гастроемкостью, доску как у Сталика, обращайтесь в мастерскую Веселова, то есть ко мне. Вот этот человек зарабатывает деньги своими руками. Поддержите его.
Покупайте российский продукт, покупайте российские товары. Это сделано очень хорошо, это сделано как положено. Это сделано точно так же, как мы делаем наши ролики. Саша заработает. Дело в том, что мы сегодня от вашего просмотра в Ютубе не заработали ничего. Я говорю прежде всего о российских зрителях. Так распорядился YouTube. Так они решили наказать нас. С другой стороны, если бы вы посмотрели этот ролик через VPN, для чего? Если вы в VPN укажете, что вы смотрите не из России, а из Америки, из Англии, Австралии, Норвегии, в общем-то, из каких-то богатых стран, то мы свои деньги получим. Я за справедливую оплату труда. Я против уравниловки и против дискриминации. А вы? Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать? И не скрою, пишу еще. Делаю следующую работу. Следующий шаг. В свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции, я издал 2 книги. Одна из них называется «Казан, баран», и теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году. И он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии, я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран – удивительное животное. Не будь у нас барана, наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньей туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезное исследование, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название, часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый и если барашек старый? Если барашек молодой, то можно жарить. Если барашек зрелый, то можно и варить. А если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория, а дальше начинается практика. Практика удивительная, основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо. Уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джиз-быз с картофелем.
Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете, на видеоролик в интернете и смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно, хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прям вот каждый абзац сопровождается фотографией. Понимаете? Вот кто-то, возможно, видел подобный ролик в интернете, но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страница за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить. Блюда очень интересные, очень вкусные. Блюда, которые принадлежат самым разным народам. Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, как можно построить и обустроить домашнюю кухню, эдакий храм кулинарии. Вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоите эту книгу и приготовите те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте stalik.ru. В названии этого ролика, а также в описании к этому ролику можете прочитать, как написать слово stalik.ru. Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки, приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ и, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание. В общем, вы поняли, надеюсь, что надо сделать. А если вы до сих пор не подписались на мой канал и не нажали колокольчик, сделайте это. Так вы узнаете о новых роликах, которые у меня выходят. И посмотрите, пожалуйста, описание к этому ролику. Там я дал ссылки на мой телеграм-канал, на мой адрес ВКонтакте, Яндекс.Дзене и так далее, где мы можем встретиться в случае, если YouTube отключат вовсе. Но VPN